О баранине забудь, о свинине забудь, а сало – это вообще катастрофа, выбрасывай. Сало прекрасным образом впишется в здоровый рацион. Для снижения уровня холестерина куркумин, экстракт чеснока, розмарин, и мы говорим про красный дрожжевой рис, он действует почти так же, как статин. На сегодня с меня хватит. Дорогие друзья, что если я вам скажу, что ежедневно, употребляя на завтрак 2 яйца, вы совершенно никак не повлияете плохим образом на уровень своего повышенного холестерина? О повышенном холестерине будем говорить сегодня с нашим гостем, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Этери Колесник. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Этери Колесник, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, терапевт, кандидат медицинских наук. Что такого страшного в повышенном уровне холестерина? Почему каждый человек старше 50 лет хватается за голову и говорит: боже мой, у меня холестерин повышен? На самом деле проблема повышенного уровня холестерина заключается в том, что было доказано, что чем выше уровень холестерина, тем выше у нас риски возможных развитий инсультов и инфарктов. Это самые такие важные инвалидизирующие заболевания, которые не только уменьшают и снижают качество жизни, но еще и сокращают жизнь. Для нормального, абсолютно здорового человека нормальным уровнем общего холестерина будет являться величина меньше, чем 5 ммоль в литре. Если мы говорим про ЛПНП или холестерин липопротеидов низкой плотности, тот называемый плохой парень, который виноват во всех смертных грехах, он должен быть у здорового человека меньше 3. Триглицериды – это еще один вид жиров, который к нам поступает из пищи, он должен быть меньше 2, а в идеале меньше, чем 1,7. И хороший защитный холестерин должен быть у мужчин больше единицы, а у женщин больше, чем 1,2. Но это уже для продвинутых такой уровень: триглицериды, ЛПНП и так далее. Мы обязательно сегодня разберемся в этом прямо сейчас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто уже знает цифры своего общего хотя бы холестерина, как часто вы сдаете эти анализы, для чего, может быть, вам доктор назначает или за компанию вместе с соседкой. А мы поговорим вот о чем. Можно ли почувствовать человеку, что холестерин у него повышен? Ну вот как с давлением, например, многие говорят: ой, у меня давление повысилось, пожалуй, схожу там до тонометра дойду. Здесь такая же история? К большому сожалению, нет. И чаще всего, когда мы говорим о повышенном уровне холестерина, в 99,9% случаев о том, что повышен у пациента уровень холестерина, пациент узнает только либо сдав анализы, либо уже когда заболевание развивается и манифестирует, то есть проявляется в виде либо боли в грудной клетке, либо инфарктом, либо инсультом. То есть вот такое коварство скрытого айсберга. Но, тем не менее, давайте так, доктор, мы должны с вами назвать группы риска. Первое – это все лица старше 40 лет. И неважно, здоровы вы или считаете себя здоровыми, абсолютно для всех старше 40-летнего возраста нужно дойти до лаборатории или до врача, сдать липидограмму, то есть анализ на холестерин, и посмотреть, а что же там за цифры. И если цифры будут повышены, выделены красным или звездочками, то тогда не полениться и дойти до доктора, который расшифрует правильно результаты этих анализов, и если будет необходимо, то назначит дополнительные методы обследования для диагностики уже симптоматических, то есть каких-то моментов, которые уже проявились в организме, например, в виде формирования атеросклеротических бляшек в разных сосудах нашего организма, и, соответственно, тогда будет назначать лечение, если для этого будут показания. Так, портрет пациента. Человек старше 40 лет. Что еще? Как, может быть, он как-то выглядит особенным образом? В целом, наверное, мы можем здесь выделить отдельно группу пациентов с избыточным весом или лиц с избыточным весом. То есть, когда мы рассчитываем соотношение веса к росту, и индекс массы тела в этом случае должен быть выше, чем 25 кг на метр в квадрате. Это является уже критерием избыточного веса. Если пациенты курят, тоже имеет смысл проверять свой уровень холестерина. А также, если в семье у человека при абсолютно полном его здоровье
У родителей в раннем возрасте, то есть младше 50 лет для мужчин 55 и для женщин младше 65, были перенесенные сердечно-сосудистые катастрофы. То есть если мама с папой перенесли инфаркт или инсульт в молодом возрасте, тогда имеет смысл у себя заранее оценивать уровень холестерина. Скажите, пожалуйста, а может ли человек каким-то образом по внешним характеристикам заподозрить, что холестерин повышен? Признаками, которые могут встречаться у пациентов, и мы можем видеть их зрительно, но, кстати, сказать крайне редко на них пациенты обращают внимание, это такая белая полосочка вокруг радужки глаз. Она называется липоидная дуга. Мы у пациентов старшей возрастной группы видим ее достаточно часто, но признаком именно такого махрового повышения уровня холестерина она будет являться только у лиц до 45-летнего возраста, то есть в молодом возрасте. Поэтому почаще смотрите друг другу в глаза, и если видите вот такую дугу, бегом к кардиологу. Это первый пункт. И второй – это возможное повышение уровня холестерина при формировании бляшек на веках. Они называются ксантелазмы. Это такие наросты на верхних веках. Обычно с ними приходят либо к офтальмологу, либо к косметологу или дерматологу. И обычно там лазером каким-то образом косметологически эта проблема решается. Это тоже повод для оценки вашего холестерина и возможной консультации кардиолога, если там есть какие-то изменения. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня понимаем, что в целом каждый из вас прямо сейчас может оценить свои риски. Да? Холестерин не болит, он не чешется, вы никак не поймете, что он у вас повышен. Но если вам больше 40 лет, у вас есть повышенный индекс массы тела, рассчитать который вы можете, кстати говоря, прямо сейчас по ссылочке, которую я оставлю в описании, это будет онлайн-калькулятор. И если вы понимаете, что есть вредные привычки, такие как курение и алкоголь, я думаю, да, доктор, ну и в семейном анамнезе есть люди с перенесенными инфарктами или инсультами. Вот тогда вы идете в лабораторию или к врачу для того, чтобы понять, какой уровень вашего холестерина. А вот дальше вопрос. А нужно как-то особенно готовиться к этому анализу на сдачу крови? Давайте пока общий холестерин. Вот завтра человек решил, с сегодняшнего дня он посмотрел нашу программу, думает, все, завтра пойду сдавать анализ. Что ему нужно сделать сегодня, чтобы завтра получить правильные показатели? На самом деле это заблуждение, что мы как-то особенно должны готовиться, потому что по клиническим рекомендациям мы можем даже не натощак сдавать уровень холестерина и оценивать его исходные данные. Да, это обычно вызывает вопросы у наших пациентов. Натощак рекомендовано сдавать пациентам, когда мы уже назначили лечение и нам важно проконтролировать их результаты. А исходный уровень мы можем определять и таким образом. Исключением здесь будут являться пациенты, у кого повышен уровень триглицеридов. Это жиры, которые поступают из пищи, и там они будут напрямую зависеть от того, когда вы покушали. Ну, давайте тогда сейчас перейдем к следующему уровню, next level. Да? Вот у нас есть общий холестерин, мы поняли, и там всего лишь одна циферка. И есть еще такой развернутый анализ, который сегодня рекомендуют почему-то сдавать все врачи-кардиологи, и называется он липидограмма. Все-таки вот в каких случаях вы рекомендуете сдать не общий холестерин, а вот ту самую липидограмму? Ну, на своей клинической практике я могу сказать, что я рекомендую сдавать в 100% случаев всегда развернутый уровень липидограммы. То есть все 4 показателя, которые 5 я имею в виду, в которые входят общий холестерин, ЛПНП, триглицериды, ЛПВП и еще отдельный показатель. Он сдается один раз в жизни и рекомендовано его оценивать, всем подавляющему большинству, называется липопротеин А малое. Да, это прям high level. Нам сегодня с вами, по-моему, катастрофически просто повезло. Так. Вот. И его высокие значения будут говорить о том, что пациент даже при абсолютном здоровье, даже при нормальных уровнях холестерина, но повышенном вот этом липопротеине А малое будет относиться к группе высокого риска. Но это действительно удел врачей, и я думаю, что сегодня мы об этом все-таки говорить будем меньше. То, что касается именно оценки только общего холестерина, раньше мы действительно рекомендовали сдавать только его, потому что этот показатель использовался врачами для оценки так называемой вероятности перенести смертельные события, то есть инсульт или инфаркт.
В настоящее время, уже последних года 3-4, мы используем в нашей практике совершенно другую систему расчетов риска, для которой нужны и общий холестерин, и холестерин липопротеидов высокой плотности. Она называется SCORE-2, и мы ее оцениваем для всех пациентов старше 40 лет. Именно для этого, чтобы рассчитать все нужные нам параметры для оценки категории риска для конкретного пациента, мы издаем развернутый этот липидный профиль. Большое спасибо. На самом деле это очень важный момент, на котором я предлагаю нам остановиться, потому что после того, как пациент получает результаты анализов, он все-таки должен обратиться к доктору для расшифровки. Какими бы мы с вами умными не были, у нас иногда не хватает знаний, потому что мы не учились в медицинском университете, для того, чтобы расшифровать эти анализы. Кстати говоря, о шкале риска мы уже говорили в наших программах с кардиологом доктором Утиным. Если вы не смотрели этот выпуск, обязательно переходите по ссылке. Ну а мы с доктором продолжаем говорить на самую любимую мою тему. Мы все любим правильно и вкусно питаться. Значит, у меня есть 3 сказки. Так. Первая сказка называется «Яйца». И вот что интересно в контексте этой истории. Оказывается, не так давно человек, значит, он доктор из университета Гарвардского, решил опровергнуть этот миф. Миф о том, что яйца повышают холестерин. Чтобы доказать свое предположение, ежедневно 2 дюжины яиц человек съедал. И получается, что он действительно опроверг этот миф. То есть получается, что на сегодняшний день уже известно, что яйца не повышают холестерин. Ну, на самом деле, я хотела бы тут сказать о том, что еще начиная только свою клиническую практику, я была тем врачом, который строго следовал клиническим рекомендациям, и я таки ограничивала яйца для своих пациентов и говорила, что не больше 2 яиц 2 раза в неделю. Все остальное будет действительно повышать уровень холестерина. Так было и сейчас, оглядываясь на эти свои рекомендации, я улыбаюсь, потому что прогресс не стоит на месте, ну и, соответственно, очень важно повышать регулярно свой уровень знаний и следить за новостями медицины и науки, которые есть, и использовать их во благо пациентов. В настоящее время мы можем говорить о том, что яйца действительно не влияют вот так критично на повышение уровня холестерина, потому что, ну, как минимум, это пищевой холестерин, а сам по себе вообще весь холестерин у нас, мы можем его разделить на 2 очень больших фракции, на 2 очень больших части. 80% холестерина синтезируется нашей с вами печенью, и только 20% уже поступают с помощью продуктов питания и напрямую зависят от нашей диеты и от характера нашей жизни, именно образа жизни, который мы ведем. Так вот, возвращаясь к яйцам, в 2021 году было опубликовано исследование, которое продемонстрировало очень большое, порядка больше 200, по-моему, тысяч участников было в этом исследовании. Они были поделены на группы, все по науке сделано. Кто-то не ел яйца, кто-то ел по 1 яйцу в неделю, кто-то ел каждый день. И оценивался уровень холестерина исходно и потом через какие-то промежутки времени. Так вот, выяснилось, что уровень холестерина у тех, кто ел яйца каждый день, и у тех людей, которые не ели яйца, он был примерно на одном и том же уровне. То есть достоверно они не отличались. Из чего исследователи сделали вывод, что яйца мы можем в конце концов позволить нашим пациентам есть столько, сколько они хотят. Но здесь очень важна ремарка, потому что мы делаем акцент при употреблении яиц не столько на холестерин, который в самом яйце содержится. Мы делаем акцент на том, что сопутствует употреблению яиц, то есть характеру их термической обработки. Например, отварные яйца, яйца в мешочек, яйца вкрутую, омлет, запеченные, еще какие-то. Они будут гораздо полезнее, чем яйца, которые будут жариться с беконом, например, или им будут сопутствовать какие-то колбаски, какие-то жирные продукты, которые действительно будут повышать уровень холестерина. Но виноваты в этом не яйца, а те продукты, которые лежат рядом на тарелке. Но вы знаете, доктор, все-таки нашему человеку нужно ставить какие-то границы, да? Вы сказали, ешьте столько, сколько хотите яиц. Давайте все-таки вот до скольки яиц в день может съедать человек? 1-2 яйца. 1-2 яйца. И мы рекомендуем вам все-таки их варить, а никак не жарить. Может быть, чем-то можно заменить яйца, если так сильно мы их боимся? Ну, например, это
Этот вопрос будет на самом деле максимально актуален для тех, кто занимается спортом и хочет поддерживать высокое потребление белка, потому что яйца сами по себе это великолепный источник животного белка, который прекрасно усваивается, и повышение уровня холестерина, мы знаем, что этого не происходит, в этом случае уже не будет являться какой-то проблемой. Так вот, чтобы не повышать, например, калорийность блюд, которые вы употребляете, в настоящее время мы можем использовать отдельные яичные белки, которые прямо продаются, стерилизованные в упаковках в наших магазинах. Обычно возникает вопрос у моих пациентов, а как их использовать? Ну вот у меня упаковка, вот у меня обычные привычные яйца, что с ними делать? Можно ли их смешивать? Да, смешивать их можно. Например, вы хотите омлет, но вы хотите взять и приготовить омлет, например, там, из одного желтка и большого количества белка. В этом случае мы абсолютно спокойно можем взять одно яйцо цельное и добавить туда столько белка, сколько вам необходимо. Белок можно использовать в выпечке, белок можно использовать дополнительно в качестве добавки, например, если вы используете какие-то молочные коктейли. Ну, в общем, разнообразить ваш рацион прекрасно можно таким образом. Шикарно. Спасибо за прекрасные новости. Вторая сказка называется у нас «Сливочное масло». Скажите, пожалуйста, действительно ли сливочное масло может повышать холестерин? И правда ли, что такой продукт, как спред, который есть сейчас в некоторых наших магазинах, он полезнее для людей, у которых повышен уровень холестерина, чем сливочное масло? Про сливочное масло хочется сказать, что здесь важно количество продукта, которое вы употребляете. Потому что сливочное масло – это насыщенный жир, а насыщенные жиры все так же в целом они нужны нашему организму. Вообще в целом жиры нужны нам для поддержания энергии, потому что это прекрасный источник именно энергии. Значит, если мы говорим про полезность и про ограничение сливочного масла, то здесь следует учитывать, опять же, количество того, сколько мы употребляем. Если вы каждый день, 3 раза в день собираетесь кушать бутерброд с хлебом и с маслом и сверху выкладывать на него красивые кусочки колбаски, то здесь ни о какой здоровой пище или здоровом питании речь, конечно же, не идет. И уровень холестерина в этом случае действительно будет повышаться. Но если же вы, например, используете бутерброды или какие-то перекусы вместе с хлебом и действительно с маслом, добавляйте туда обязательно овощи, травы, зелень, для того, чтобы было больше пищевых волокон в вашем рационе. Это позволит сбалансировать питание и немножко снизить уровень холестерина. Если мы говорим про, например, спреды, то в них зачастую меньшее количество насыщенных жиров, но тем не менее они больше используются для выпечки, они стабильнее, они держат структуру. Когда мы говорим о питании пациентов с повышенным уровнем холестерина, то мы делаем акцент на том, что все-таки выпечка, особенно та, которая содержит сахар, насыщенные жиры, то есть масла, она может способствовать повышению уровня холестерина. И здесь нужно все-таки отнести этот продукт, пожалуй, по методам светофора, например, фракции к желтой категории, когда мы говорим о том, что это продукты, которые следует употреблять в ограниченном количестве. Ну о каком все-таки количестве сливочного масла в день мы говорим сегодня для того, чтобы человек понимал, все, я там съел, например, 2-3 грамма сливочного масла, на сегодня с меня хватит? Мы говорим в целом, что в сутки человек должен употреблять около 30 грамм жира. Это за сутки в целом вообще полностью. То есть если мы распределяем это на 3 приема пищи полноценных, то это 10 грамм жира утром, в обед и вечером. Но важно здесь сделать акцент на том, что этот жир преимущественно должен быть ненасыщенным. То есть это должны использоваться не масла твердые, к которым относится наше сливочное масло, а это должны быть растительные жиры, которые мы можем добавлять к салатам, добавлять в каши и делать акцент все-таки на растительных жирах, которые полезны. Оливковое, про которое мы с вами все знаем, тоже подсолнечное, кукурузное, масло авокадо, ореховые масла. То есть здесь выбор достаточно обширный, и мы можем их выбирать. Что касается сливочного масла, разумное ограничение. Ограничиваемся одним разом в день, ну, примерно не больше, чем там 10 грамм.
На самом деле о пользе сливочного масла и о том, как правильно его использовать не только для того, чтобы контролировать уровень своего холестерина, но и снижать вес, мы уже говорили в наших программах с Региной Доктор. Если вы еще не видели этот выпуск, пожалуйста, переходите в описание и смотрите его прямо сейчас, напишите, любите ли вы сливочное масло, какое масло вы выбираете и когда, в какой прием пищи вы его используете. А мы переходим к третьей нашей сказке – жирное мясо или сало, да, потому что людям, у которых высокий уровень холестерина, якобы кто-то говорит, какие-то врачи из интернета, что ай-яй-яй, какое сало, о баранине забудь, о свинине забудь, а сало это вообще катастрофа, выбрасывай. Так ли это на самом деле или здесь тоже есть нюансы, о которых мы должны знать? Как всегда, конечно, дьявол кроется в деталях. Поэтому в этом случае мы говорим о том, что вообще красные сорта мяса рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения ограничивать. И в здоровом рационе, который характеризуется повышением продолжительности жизни, красные сорта мяса должны присутствовать не больше, чем 300-350 грамм в неделю. Это примерно 1-2 раза за всю неделю. Это на самом деле достаточно немного. При этом к красным сортам мяса как раз относятся телятина, говядина, баранина, свинина, то есть все те продукты, к которым мы с вами очень привыкли. И когда врач, собственно, затрагивает эту тему, у пациента всегда возникает вопрос: доктор, а что же я буду кушать? Да. И здесь мы с вами будем делать акцент на том, что хотя бы один день в рационе должен быть в неделю безмясным, то есть растительным. Прекрасными источниками белка в этом случае будут у нас выступать бобовые. Чечевица, горох, фасоль, маш и так далее и тому подобное. Нужно пробовать, на самом деле разнообразие в рацион добавлять, это будет очень вкусный и интересный опыт. Если мы возвращаемся к красному мясу, как его сделать, например, безопаснее, употребляя 2 раза в неделю? Обычно рекомендуется, опять же, такая термическая обработка щадящая, запекание, отваривание, тушение на пару, без образования корочки на мясе, той, которая очень вкусная, той, которая может быть хрустящей, но именно она содержит вот эти вот продукты гликирования, которые вызывают развитие повышенного и ускоренного старения нашего организма и, конечно же, будут способствовать и более раннему развитию атеросклероза тоже. Прекрасный совет на самом деле. И вот это очень интересная идея про один день безмясной. Действительно, попробуйте ввести в свой рацион такие продукты, как красная фасоль, белая фасоль, действительно маш, почему бы и нет. Это очень вкусно. Если дополнительно съесть и овощей. Доктор, все-таки про сало давайте поговорим. Сейчас зима. Все-таки как-то надо нашему человеку согреваться. Сало в морозильнике лежит. Сколько можно? Сколько вешать в граммах? Вы хотите от меня прямо в граммах? Ну, на самом деле, сало относится к насыщенным жирам, которые мы рекомендуем ограничивать. И когда мы готовим красные сорта мяса, то сало, мы весь видимый жир все-таки лучше стараться срезать для того, чтобы, опять же, не повышать уровень его содержания при термической обработке. Но когда мы говорим о сыром сале, в этом случае 1-2 кусочка, я думаю, можно будет съесть, и проблемы в этой никакой не будет. А есть какой-то продукт или напиток, который, значит, в обратную сторону вот эту вот бесполезность сала повернет? Может быть, закусив там соленым огурцом, мы снизим риск гипертонику. Гипертонику. Но это юмор. А так, опять же, я вам скажу про овощи, но только не соленые, не маринованные, а свежие. Если взять пучок зелени или, например, приготовить тот же овощной салат, помидор, огурец, перец вместе с зеленью, сало прекрасным образом впишется в здоровый рацион. Представляете, друзья мои? Нам разрешили есть сало вместе с овощами. То есть мы еще и удваиваем нашу порцию. Почему бы и нет? Прямо сейчас напишите, пожалуйста, любители сала, когда вы чаще всего его употребляете и, соответственно, с чем. Хорошо, доктор, спасибо большое за то, что мы разрешили нашим людям, нашим зрителям все-таки иногда включать в рацион полезные, любимые продукты. А теперь скажите, пожалуйста, есть ли действительно категория пищи, то есть та еда, которая значимо повышает уровень холестерина?
Те продукты, от которых вы, кардиологи, рекомендуете отказаться и своим пациентам, и сами отказываетесь от них, зная, что они вредны? Ну, это на самом деле трансжиры. Это продукты, которые содержат трансжиры. Трансжиры, это, если по-простому объяснять, это промышленные жиры, в которые промышленным способом в растительные жиры, которые были жидкие, и они не могут держать свою форму при комнатной температуре, добавляется дополнительный атом углерода, и они становятся твердые, то есть они могут сохранять форму. Они используются для производства промышленных кондитерских изделий. Это, ну, скажем, прекрасный способ для того, чтобы готовить большое количество всевозможных кондитерской выпечки и так далее и тому подобное. Это то, что может действительно при постоянном регулярном употреблении доказано значимо повышать риски ишемической болезни сердца, которая является причиной смерти номер 1, собственно. То есть это те продукты, которые лежат вот в магазине в отделе кондитерские изделия. Это вафельки, это конфетки, это рулетики, да, которые с сроком хранения там в миллиарды лет. Правильно я понимаю? Да, все верно. На что мы можем заменить? Все-таки вот я часто вижу взрослых людей, которые в магазине идут в первую очередь в этот отдел, и вот у них в корзине продуктовой вот эти сладости, белый хлеб, там яйца, сахар и так далее. Сладенького-то хочется? Фрукты. Ягоды. Можно попробовать сухофрукты, но опять же тут нужно помнить о том, что количество сухофруктов не должно быть большим. То есть если это курага, то от 1 до 3, например. А вообще обычно, если есть большая потребность в сладком, но это все-таки больше диетологическая история, есть предположение о том, что, возможно, люди не добирают в своем рационе употребление сложных углеводов, то есть каш, круп, макарон, картофеля, то, чего мы очень боимся. Это углеводы, я не буду это кушать, но это сложные углеводы, которые дают длительную сытость и длительными являются для нас источниками энергии. Если мы их не добираем, мы быстро становимся голодными и хочется вот перекусить, покусочничать, тут чуть-чуть взять, там чуть-чуть взять, там кофеек с конфеткой, еще с чем-то. На самом деле мы можем в целом эту историю нивелировать и полностью убрать из нашего рациона при желании, опять же, при большем разнообразии рациона. Я на самом деле понимаю тех людей, которые вот сейчас нас слушают и говорят: вы мне тут вместо тортиков яблоки рекомендуете? Знаете что? На самом деле, но я могу вам, друзья мои, точно сказать, что вот лично у меня есть отличный рецепт сладкой запеканки без сахара. Если вам интересно, как я это делаю, напишите прямо сейчас в комментарии: Лена, хочу рецепт, я обязательно вам его отправлю. Это мой лично разработанный рецепт, да, там творог, ягоды, яблоки, небольшое количество манной крупы, потому что должно как-то это все склеиться, да. Тот самый яичный белок, про который вы рассказали, и, соответственно, семена чиа. И иногда супер сметанка сверху или йогурт, вообще потрясающе. Хорошо, доктор, а теперь поговорим о серьезном. Вот мы сказали 80% и 20%, да? 20%, которые поступают с пищей холестерина, мы обсудили. Мы понимаем, что это правильные углеводы, каши, которые варятся дольше 20 минут, это свежие овощи и фрукты, которые мы должны включать каждый день в свой рацион, это правильное мясо или лучше все-таки птица или рыба, да, плюс достаточное количество воды. Здесь в целом нам вот все понятно. Если мы говорим о тех 80%, человек каким-то образом может повлиять на это, на синтез холестерина в печени, или вот уже как сложилось, так сложилось? Это то добро, которое нам родители подарили и передали в наследство, собственно. Если в вашей семье есть, опять же, случаи повышенного уровня холестерина, значимо повышенный, то есть, например, общий холестерин больше 8, если холестерин ЛПНП больше, чем 5, это повод для более раннего и более прицельного наблюдения за собственным здоровьем и липидограммой. Это, кстати, еще одна группа пациентов, которую мы можем направить на раннее тестирование уровня холестерина. Ну, дело в том, что на синтез по факту холестерина печенью вот такие методы по коррекции образа жизни в этом случае влиять практически никак не будут. То есть мы влияем на те 20%, которые зависят напрямую от нашего образа жизни. Когда мы говорим о том, что нам нужно снизить холестерин больше, чем на 20%, здесь уже начинают появляться вопросы, а нужно ли назначать пациенту лечение?
А если лечение, то какие-то препараты. А пациенты сейчас очень много читают, очень образованы, и они знают о том, что у нас есть в арсенале биологически активные добавки. Это красный дрожжевой рис, который может помочь нам снизить уровень холестерина у конкретного пациента. На самом деле место применения этих препаратов, этих биологически активных добавок, оно достаточно ограничено и ограничивается здоровыми людьми, у кого повышен уровень холестерина, но нам не удалось по каким-то причинам снизить его и достичь идеальных цифр для конкретного человека в том случае, если нет никаких заболеваний, то есть нет бляшек атеросклеротических, которые сужают просвет сосуда, нет сахарного диабета, нет стенокардии, перенесенных инфарктов, инсультов и так далее. Но опять же, здесь мне хочется сказать о том, что не все так прекрасно и все замечательно. Здесь такая ложка дегтя в бочке с медом будет звучать, что моноколин, то есть действующее вещество красного дрожжевого риса, это статиноподобное вещество. То есть не надо заблуждаться и думать о том, что нет, статины я пить не буду, потому что они мне разрушают печень. Это миф, это неправда. С печенью все будет хорошо, но когда мы принимаем решение о том, что я хочу пить БАДы для снижения уровня холестерина, и мы говорим про красный дрожжевой рис, он действует почти так же, как статин, только эффективность его будет меньше, его безопасность будет меньше, потому что за биологически активными добавками все-таки контроль гораздо более щадящий, чем за лекарственными веществами. И еще здесь мне хочется рассказать о том, что помимо красного дрожжевого риса у нас есть масса других добавок, которые очень любят использовать наши пациенты. Куркумин, экстракт чеснока, розмарин, ниацин, всевозможные еще другие моменты. По поводу ниацина в целом, он используется в Америке действительно для снижения уровня холестерина. В нашей стране он не представлен в таком объеме. Но то, что касается, например, остальных добавок, куркумин, розмарин и так далее и тому подобное, опять я буду апеллировать к науке и к данным исследований. Недавно, по-моему, в течение последних 2 лет было опубликовано исследование, которое сравнило дозировку одного из самых популярных статинов, розовостатин. Он давался пациентам в дозировке одной группе, в дозировке 5 мг, а остальным группам пациентов предлагали принимать биологически активные добавки, которые самые-самые популярные. И оценивали дальше эффективность. Так вот, выяснили, что только на фоне приема статина действительно достоверно уровень холестерина снижался, а на фоне приема остальных добавок он либо оставался на том же исходном уровне, либо становился даже несколько выше. Поэтому, уважаемые друзья, не принимайте БАДы. Они не обладают эффективностью, чаще всего они не обладают безопасностью. Лекарственные гепатиты при приеме биологически активных добавок – это не миф, мы с ними сталкиваемся, поэтому давайте заботиться о своем здоровье. То есть это мнимое такое лечение, да, получается, человек принимает препараты, там те же самые БАДы, о которых мы поговорили, считает, что он снижает уровень своего холестерина, надеется на то, что бляшки в его сосудах не образуются, или что еще там катастрофичнее, когда производитель БАДов говорит, что бляшки будут рассасываться. Это неправда. Да, это неправда. И представляете, какому риску вы себя подвергаете? А если вы, кстати говоря, хотите посмотреть программу об ужасных и опасных статинах, которые очень сильно влияют на печень, то переходите. Сегодня я уже говорила о том, что мы разговаривали с доктором Утиным об этих препаратах, которые спасают человеческие жизни. Переходите, смотрите, оставляйте там свои комментарии. Хорошо, доктор, все-таки напоследок давайте мы обозначим тех людей, которым действительно необходимо лечение, правильное лечение, назначенное врачом-специалистом. Да, вот 3 группы пациентов, которым прямо сегодня стоит задуматься о том, что с завтрашнего дня они вместе со своим кардиологом подбирают препарат. Это пациенты с перенесенными инсультами, инфарктами, это пациенты с сахарным диабетом, и это пациенты с уровнем холестерина общего больше 8 и холестерина липопротеидов низкой плотности больше, чем 5, больше, чем 4,9.
Ну что ж, друзья мои, мы сегодня понимаем в целом, что у нас с вами отличные новости от врачей-кардиологов. Самое главное, помните о том, что если вы старше 40 лет и у вас повышен индекс массы тела, все-таки дойдите завтра до лаборатории, до врача, проверьте уровень своего холестерина. Если вы хотите перейти прямо на следующий уровень, то уточните, можете ли вы в своем городе сдать такой анализ, как липидограмма. Ну и по дороге домой обратно вы можете все-таки зайти в продуктовый магазин за своими любимыми куриными яйцами, отварить их себе и наслаждаться ими на завтрак. Вместе, кстати говоря, со сливочным маслом и кусочком сала. Ну и, естественно, свежими овощами и фруктами. Доктор, я благодарю вас за такой понятный и, самое главное, полезный разговор. Спасибо большое, что были в гостях. Спасибо большое за приглашение. Вы смотрели программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. Прямо сейчас пишите мне, кого из врачей вы хотели бы видеть в этой студии. Ну и, естественно, оставайтесь здоровыми. Увидимся, друзья. Пока.